Поддержка Франции и Армении будет безоговорочной и постоянной. Такое указание дал нам Макрон, заявил посол Пятой Республики в Ереване Оливье Дикотине. Президент республики дал нам указание, что поддержка Франции и Армении будет безоговорочной, полной и постоянной. Эта поддержка будет решительно продолжаться посредством общих программ, которые мы, армяне и французы, будем реализовывать вместе, заявил Дикотине на торжественном мероприятии, организованном посольством Франции в Армении по случаю Национального дня Франции. 32 года назад Франция и независимая Армения установили дипломатические отношения, которые никогда не были такими полными и надежными. Об этом заявил посол Франции в Армении Оливье Дикотине на торжественном мероприятии, организованном посольством Франции в Армении по случаю Национального дня Франции. Коснувшись отношений Армении и Франции, посол отметил, что Армения обогащает культурные корни Франции. Армения дала нам людей, которые внесли свой вклад в строительство Франции. Она дала выдающихся личностей, таких как Шарль Азнавур, столетие которого мы отмечаем в этом году, таких героев, как Мисак Манушан и его жена, останки которых ныне хранятся в пантеоне, и многих других, сотни тысяч других людей, сказал посол Франции. Затронув сотрудничество двух стран в оборонной сфере, посол отметил, что сотрудничество развивается, указав на заключение соглашения по приобретению Арменией французских артиллерийских систем. Президент республики дал нам указание, что поддержка Франции и Армении будет безоговорочной, полной и постоянной. Эта поддержка будет решительно продолжаться посредством общих программ, которые мы, армяне и французы, будем реализовывать вместе. В свою очередь Мгер Григорян поздравил правительство Франции, посла и дружественный народ Франции по случаю Национального дня Франции. 14 июля 1789 года французы выбрали путь свободы и демократии. Установление стабильного и прочного мира в регионе и обеспечение необратимости демократии в нашей стране является приоритетом правительства Армении. В этом контексте мы высоко ценим последовательную поддержку Франции суверенитета и территориальной целостности Армении, а также мирной повестки дня, сказал Мгер Григорян. В свою очередь Никол Пашинян направил поздравительное сообщение президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника. «Я хотел бы выразить особую благодарность за вашу решительную приверженность и прямую роль в поддержке армянского народа, в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Армения, продолжая усилия для достижения долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе. Пользуясь случаем, подтверждаю свое приглашение принять вас в Армении с государственным визитом в сентябре текущего года». А также президент Армении Вагн Хачатурян, председатель НС Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян поздравили Францию с национальным праздником Днем взятия Бастилии. Армения стала первым государством, в которое Индия экспортирует снайперские винтовки собственного производства. Об этом сообщает Indian Defense. Индийская компания SSS Defense завершила поставку крупного экспортного контракта от дружественного иностранного государства на поставку снайперской винтовки. Отмечается, что заказчиком экспорта предположительно является Армения. Это первый случай, когда Индия экспортирует в иностранное государство снайперские винтовки, полностью разработанные и изготовленные в Индии. Отмечается также, что кроме снайперских винтовок компания экспортировала боеприпасы на $50 миллионов в дружественные страны. Администрация США придает большое значение развитию и укреплению сотрудничества с Арменией. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в субботу в Ереване. Техническая и финансовая поддержка развития демократических институтов Армении со стороны США будет носить последовательный характер, сказала Зея. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Зея назвала предпринятые в последние годы в направлении развития демократии
в Армении шаги значимыми и подчеркнула важность программы реформ, направленных на защиту прав человека, свободы слова, правосудия, а также борьбу с коррупцией. Пашинян, в свою очередь, заявил о важности последовательного развития многосекторального сотрудничества Армения-США. В контексте двустороннего взаимодействия Пашинян подчеркнул постоянную поддержку США в эффективном продвижении демократических реформ в стране, в частности в сфере юстиции, борьбы с коррупцией, эффективного управления, общественных услуг, полиции и других сфер. Премьер отметил, что развитие демократии имеет стратегическое и приоритетное значение для правительства Армении. Собеседники обсудили вопросы, связанные с вышеуказанными направлениями, а также дальнейшее сотрудничество в сфере образования. Премьер-министр Пашинян коснулся планов правительства Армении по строительству 300 школ и 500 детских садов, а также академического городка. Была подчеркнута важность реализации новых образовательных программ между Арменией и США. Был затронут мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США продолжат способствовать установлению реального мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Собеседники обсудили вопросы, связанные с гуманитарными проблемами людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, и меры правительства Армении по их решению. В этом контексте была подчеркнута важность постоянной поддержки международного сообщества. 14 июля заместитель госсекретаря США Узра Зея вместе с послом США в Армении Кристиной Квин посетила мемориал памяти жертв геноцида армян. Заместитель госсекретаря возложила венок к мемориалу жертв геноцида армян, после чего гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв. Многое уже написали про стрельбу в президента США. Президентов, как и резидентов, бывших не бывает. А в случае с Трампом, возможно, стреляли не только в прошлого, но и в будущего президента. Возможно. Потому что в США возможно все. И невозможно тоже все. 4 месяца довольно большой, но маленький срок. Всякое еще может случиться. И обязательно случится. Ведь теперь команде Байдена надо поднимать ставки. Перебить, так сказать, недобитого Трампа. Не претендую на истину, но выскажу свое мнение, стрелок не одиночка. Со стрелком работали и подвели его к мысли, что убийство Трампа его личное волевое решение. Верное и нужное для Америки. После неудачи его устранили. И еще, глядя на американские игрища, я тут вспомнил неудавшееся покушение на Буша в Тбилиси в 2005 году. Владимир Владимирович Арутюнян, бросивший под ноги младшего Буша гранату, тогда объяснил свой поступок тем, что он ненавидит и Саакашвили, и Буша за то, что Грузия стала американской марионеткой. Вот уж где мистики хоть отбавляй. Как говорится, хоть Арутюнян давно на пожизненном, но дело его живет. Мы решительно осуждаем нападение на 45-го президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа. Подобные акты насилия недопустимы в демократическом обществе, так как они подрывают основные принципы демократии и верховенства закона, которые мы глубоко ценим. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления, заявил Никол Пашинян. В свою очередь, спецпредставитель Генсека НАТО Хавьер Коломина в беседе с армянской службой «Голос Америки» сделал пару важных заявлений. НАТО подчеркнул важность стабильности в регионе Южного Кавказа и поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном с участием США и ЕС. НАТО решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, направленный на установление мира и заключение долгосрочного мирного соглашения. Урегулирование отношений для достижения стабильности на Кавказе, что является в интересах как региона, так и НАТО. Кавказ имеет прямое влияние на Черноморский регион,
который является стратегически важным для НАТО. Есть оптимизм относительно прогресса в армяно-азербайджанском мирном процессе, позитивное развитие на трехсторонней встрече в Вашингтоне. НАТО готов и в будущем поддерживать процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил Эрдоган. Президент Турции ответил на вопрос об открытии границ с Арменией. Почему бы и не рассмотреть этот вопрос об открытии границы? Ранее мы уже все сказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну по этому поводу. Теперь нам нужно делать все для мира. Мы надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция всем сердцем поддерживает. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения. Мы хотим, чтобы позитивные решения на этом пути принимались без промедления. Из региона сейчас поступают позитивные сигналы, и мы надеемся, что они в итоге принесут хорошие новости, цитирует Эрдогана агентство Анадолу. Кроме того, лидер Турции ответил на вопрос, обсуждал ли он открытие Зангезурского коридора с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Я лишь поздравил его с победой на выборах. Зангезурский коридор – это стратегический маршрут, который принесет пользу всем, особенно Азербайджану, Армении и Ирану. Иран и Азербайджан почувствуют, что им станет легче, когда коридор заработает и будет введена в эксплуатацию железнодорожная ветка», сказал Эрдоган. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.